Сегодня мы целый день пробыли дома, потому что было очень жарко. Здесь днем вообще гулять нереально. Вот сейчас у нас почти 5 часов. 5 часов мы сегодня едем к другу. Договорились, что сегодня мы будем рыбачить. У него есть маленький пруд сзади дома. Крис, он любит рыбачить, потому что он никогда не рыбачил, но он говорит, что любит рыбачить. Перед этим мы сначала дойдем до местной архитектуры, знаменитой вроде бы. Насколько я помню, это Файзулла Хаджаев, революционер. В общем, у него здесь где-то дом, это кругом такие закоулки. Надо понимать, куда идти. Салон красоты. Здесь такие маленькие улочки, непонятно, вот как автомобили вообще все заезжают, паркуются. Так, мы в этих лабиринтах что-то запутались. Здесь дорог нету. Раньше у них как строили? Сначала палки, потом в промежутках у них закидывались вот такие кирпичи. Судя по тому, они просто закидывались. И потом сверху уже вот такая солома с глиной. Поверх тоже несколько слоев. Что-то мы куда-то забрели. Хорошо компас есть, мы просто по направлению. Потому что эти дороги, они даже не показывают, куда идти. Слишком маленькие улочки. О, виноград. Прямо над нами. В этих закоулках есть даже ресторанчики. Дом непонятно разваливается или в каком они живут. Есть вход в дальние улочки, но вход он достаточно такой низкий. Вот Крису, допустим, сколько ему? 140 сантиметров. Это нужно будет нагибаться, чтобы пройти в такую улочку. И там у нее, как я вижу, несколько домиков, несколько входов есть. Наконец-то мы вышли к большой дороге. Канавки, кстати, они идут, и они никуда не впадают, по-моему. Вот идет канавка, которая соединяла все другое. И эта канавка чисто для воды где-то заканчивается вот здесь. Манне. Автобусные остановки остекленные. У них продается cookie and cream, я так понимаю, на развес с вафлями. Попробуем. Так, мы купили вафелек. Так, потом типа Орео, печеньки вот такие. 89. Катарахмат. Соболе? Да. Заходи. Вот такие вот Орео. И водичка. Все у нас вышло где-то около $1. Ну-ка попробуем. Я, наверное, всех задолбаюсь этими арыками. Но мне просто интересно. Вот одна дорога. Опасные арыки, которые разделяют тротуар и дорогу. И на той же стороне еще один арык. Зачем с обоих сторон опасные арыки? Вот может, вот у них стоят вот такие решетки, но они используют их для подъезда, то есть заезда на сам тротуар. Почему бы не сделать эти решетки полностью кругом, закрыть, чтобы это все, чтобы не было так опасно. Нам несколько раз посоветовали посетить вот этот дом революционера Файзулла Хаджаева. Файзулла Хаджаев. Сюзанна. Почему Сюзанна? Так, куда нам можно будет зайти?
что-то народу нету. Мебель на улице. По-моему, перестройка здесь. Я так понимаю, это часть дома, где жили когда-то женщины. Женская половина, потому что написано внутренний двор для женщин. Касс не видно. Вроде бы как-то не было. Ага. Реставрация у вас идет? Мы слишком рано пришли или что? Или закрыто? Нет, открыто. Вы откуда? Скорей. Музей 30 тысяч сум с каждого. 30 тысяч. Хорошо, оплатим. Это что за помещение? Зимняя комната. Зимняя комната маленький. А почему зимняя комната? Маленький, да? Зимняя маленькая комната. Потолок здесь невысокий. Специально, чтобы комната быстрее нагревалась. И у них есть наподобие корейского кудуль. Это и у японцев есть такая штука, когда закидываете ножки туда, и она, короче, греет вас зимой. Вот так жили богатые купцы. У них была кроватка, не было другой мебели, потому что все принадлежности, они располагаются вот так по полочкам вдоль. Гостиная. Это, скорее всего, уже летний вариант, потому что потолок здесь высокий. Это типа плевательницы от насвая. Люди курили вот насвай, и все остатки выплевывали сюда. А это умывальник. С помощью вот такой кувшина льется вода, она собирается внизу, и потом через такую штучку выливается. Так, здесь идет подготовка к съемкам какого-то фильма. Говорят, завтра будут снимать фильм с России. Русские приезжают. Сразу на месте нас готовили. Либо семья реально была большая. Вытяжки нет. Как это все дымелось и куда этот весь дым поднимался, интересно. Древняя шашлычница. Так, мы пришли, я так понимаю, уже поздно. Сейчас уже 5:30, они работали до 5 часов. Эта сторона мужская, она уже закрыта. Посмотреть ничего не дастся, только женская. На этой стороне у них, говорят, участок уже выкуплен. Вот то, что было указано Сюзанна, оказывается, это название ресторана. Никакого отношения он к Хаджаеву не имеет. Фильм, который будет там сниматься, по секрету сказали, называется Eternals. Так, мы взяли вот такую футболочку, летние футболочки. Я люблю такие национальные. У нас обошлись где-то около $6. И Мишель взяла себе вот такой шарфик. Шарфик, он где-то обошелся, шелковый шарфик, где-то около 15. Самое жаркое время. И мы решили прогуляться. Потому что в любое другое время
все памятники закрыты. Вот так можно будет арендовать машинку. Экскурсия стоит 200 тысяч по всему городу, по всем памятникам. Там сейчас надо добраться чисто до Арка, чтобы пешком не идти, потому что музей закроется через час. Хотя, если недалеко, в принципе, мы могли просто даже пешком дойти. Мы возьмем до вечера музей заботы. Все места до вечера. Тогда за 200? Что? За 200 покажешь? Не, за 300. За 300? За 300 две машины. Окей. Если хотите, мы Хорошо. вас ждем, вы потом внутри заходите и все места покажем. И расскажем. 300 нормально или подешевле? Так, Дворец Эмира. Площадь очень жаркая. Здесь много есть вагонеток, которые могут вас развести по городу. Изначальная сумма у нас была договоренности, сколько там, за 500 тысяч, чтобы они показали 10 мест, чтобы мы не ходили пешком. Как оказалось, в парке такие места работают, оказывается, до 7, поэтому, в принципе, мы успеваем. Сначала попросили 500. В итоге, пока ехали, нас стали уговаривать, договорились за 250. Они сейчас нас подождут, мы выйдем, и они будут нас катать по всем другим местам. Так, при входе есть касса за одного человека 40 тысяч. Детям до 10 лет бесплатно. Спросил, где туалет, они говорят, там в углу. Я вижу, что там туалета нету, здесь нигде нету туалета. Потом, как оказалось, так как стена белая, там поворота вообще не видно. Так, продолжаем по туалетам экскурсию. Какой же туалет в музее? Я так понимаю, это дело платное. Здесь стоит вроде бы как будто касса. Туалет платный, да? Мне просто ребенку надо, я хочу посмотреть, он сможет здесь пойти в туалет или нет. А унитазов нету? Место называется Боло Хаус. Напротив стоит мечеть. Вот эти колонны, ну, как сказал нам экскурсовод, привезли с России, потому что Бухара, вокруг Бухары только пустыня, соответственно, таких высоких деревьев нет. Поэтому 20 колонн привезли с России и потом уже по вырезке вырезали здесь. Мальчик так быстро едет, иногда он на дорогу не смотрит, он нам объясняет что-то, при том, что у него сейчас одно колесо спущенное. Это какой парк? Саманидов. Парк Саманидов. Парк, да. Здесь сейчас есть Самани, сын и внук. 3 похоронены там. Мавзолей Саманидов. Он у нас гонки устроил. Рейсинг надо. Я беспокоюсь за парня. Он постоянно смотрит по сторонам.
вперед не смотрит, как он так ездит, да? Учитывая то, что у нас всего лишь 3 колеса, одно из них спущено. 가보자. 내가 그래도 네가 7시까지 다 된다고. Тюрьма Зиндан. А вот это и есть долговая яма. Сюда кидали заключенных, и выйти они могли только по веревке. Минарет Калан. Второе имя Пой Калан. Пой – это длинная нога. 12 века здесь построили. Минарет и Пой нога. Пой Калан. Сейчас на минарет можно подниматься? Не. Почему? Всё закрыто. Вот это мечеть Калан. Для входа в мечеть обязательно нужно одеваться, поэтому у Мишель нету шортов, поэтому ей сейчас дадут шорты. 아니, окей에서. Нужно будет. А у вас нормально? Ага. Так, здесь, оказывается, мальчикам тоже нужно будет надеваться, и если шорты ниже колен, тогда подходит. Если очень короткие, либо слишком в приталенных, я так понимаю, джинсы нельзя. Поэтому для мальчиков есть отдельные вот такие юбки. Причем это не шорты, это юбки. Это юбки, да? Юбки. Ага. Так как это мечеть, вот заставили Мишельку так одеться. Детям нормально, хоть у них и короткие шорты. Хотя я вижу, что здесь кто-то даже покуривает. Только что я видел дымок. Здесь они могли, ученики, что-то готовить. Это комната в медресе. Потом у них второй этаж. Опять же такие полочки. Монте-Кристо. Короче, нас развели с этой вагонеткой, которая ездит. Имейте в виду, здесь имеется такой развод. Договаривались сначала за одно, потом якобы то, что дольше. При том, что я сказал, мне сами эти вагонетки, они не нужны. Я хотел спокойно походить по всему городу, чтобы меня не подгоняли. Быстрее выходи. Они просто меня убедили, что говорит, давайте мы вам все покажем, там 10 мест, заплатите только 250. В итоге оказалось, что я им заплатил. Они, в общем, выпросили у меня 400. Я отдал им 400, а предыдущие, то, что 40 тысяч я им до этого оплатил, что-то я не посчитал. Поездка обошлась 440, при том, что мы все это делали как можно быстрее. Так, проведем маленький эксперимент. У нас есть вот такой ключик советского образца. Жена пыталась открыть калитку, то есть вот эту дверь. Этим ключиком не смогла. Сейчас попробуем дать сыну. Они никогда таких ключей не видели, не знают, как ими пользуются. Ну-ка, глянь, давай. 부수지 말고. 부수지면 안 돼. 부수지면 그 자리냐? Дело в том, что такие ключи, непонятно, как далеко их нужно будет толкать, поэтому они не могут поймать эту штуку. Помимо этого, помимо этого, там же есть зубчики, надо знать, какой стороны толкать.
О, открыл. Жена 30 минут стояла перед дверью, зайти не могла. Так, пробуем другую дверь. Потому что наши дети в основном видели электронные ключи. Как эти двери открывать? Наверное, не смогут. Я с трудом их открываю. Помимо этого, они еще и заедают. Короче, здесь сама дверь, помимо этого, такая. Но наши детки, реально, они не видели такие ключи, где нужно что-то поворачивать. В основном все сейчас электронное. Так, сейчас у нас 10 часов. Мы вышли прогуляться. Все прилавки уже убрали на этих же перекрестках. Но зато очень много людей вышло гулять. Несмотря на позднее время, сейчас у нас даже по температуре где-то 29 градусов. Более-менее так погода спустилась. Людей стало намного, по-моему, больше. Все больше и больше. Все больше ресторанчиков открылось. Странно, конечно, для этого места, но были ресторанчики, которые были закрыты до 7. Вот они стали открываться с того момента, как солнце упало, потому что люди стали выходить в город. Мишель нашла плитку. Вся плитка, она сделана из монеток, причем из русских монеток и с СССРовских. Есть лавки, которые как продавались, так и продаются. Особенно вот эта улица с Минарет Каляма, она преображается, становится более красивой за счет подсветки. Платные туалеты, при том, что они от ресторана. Но двери открыты, интересно, как за ними следят. Сейчас 11 вечера, мы решили просто зайти попить пиво. Просто гуляли с женой. Зашли в бар, заказали вот такую закуску к пиву. Как думаете, сколько стоит? Здесь у нас соленые кусочки, курт, фисташки, чипсы. Потом у нас есть арахис. Пиво бради. Блин, забил. Кешнат. Ага, кешнат. Потом фисташки. И у нас есть... Как называется? Амон. Плюс есть еще сырные палочки. Все вместе, эта закуска нам обошлась в $1. Даже меньше $1. Так, вот такое ведро с малиной на 2 килограмма 150 тысяч сум. У них есть корейское печо, корейская капуста. У нас даже есть корейское куксу.
это всевозможные курты. 그래서 이거 친구들한테 사라. 그 먹방. Вы его так делаете, потом где? Сушите? Он сушится. Потом вот так он сушится. Свежий, да? Да. Корея. Корея. Да, да. Что, возьми? Мы сейчас просто смотрим, мы сейчас покушаем, потом придем. Здесь и продается всевозможные. О, здесь, по-моему, мед. Точно мед. Угу. Настоящий мед. Рынок большой. Он раскидан по секциям и продают разные вещи в каждой секции. Ага. Здесь разные лепешки. И, по-моему, пряности. Пряности, сладости — это как раз туда, куда нам надо. Здесь мы все будем набирать, но сначала нам надо разобраться, где нам покушать. О, как здесь пахнет. Ой, как здесь пахнет. Ой, 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 ой. Запах такой. Здесь все разные специи, они перемешались по запаху. Очень много пряностей. Это же не ванила, это корица. Корица. Кипи маза. Так, это у нас стоит 35 тысяч сом, 3,5 доллара. Сейчас парень перемешал нам все специи, все, которые здесь и есть, он положил в эту штучку, ступу. Это будет как специи для шашлыка. 냄새 맡아볼래? 이거 자기가 지금 여러 가지가 다 섞어가지고. В общем, мы вышли с этого рынка, потому что каждый пытается тебя чем-то накормить. А мы сначала хотим сходить покушать, потом уже взять какие-то приправы с собой. Не отпускают. Кстати, покушать, говорят, здесь, ну, они мне подсказывают, что здесь покушать странно, в принципе, для рынка. Покушать здесь ничего такого нету. Вкусного. Так, мы решили поесть напротив рынка. Здесь относительно недорого, но и вот в такой обстановке, как говорится, в быстрой обстановке. Интересненько у них написаны номерки столов. Шашлыки намного дешевле, конечно, чем в тех местах, где мы кушали. Лаваш у них получается 2,5 доллара с шашлыком. Потом поджарка с шашлыком где-то около 3,5 долларов. Кстати, женщина, которая нас обслуживает, она является тут же и уборщицей. Она убиралась, подошла к нам, приняла у нас заказ. А, кстати, она даже так и продолжает убираться. Она просто позвонила на кассу, приняла у нас заказ. Нам что-то принесут. Она подала нам воду. Ручки, конечно, она не помыла. Она продолжает убираться. В такой обстановке у нас сегодня будет обед. Так, нам принесли воду. Причем маленькая девочка лет 7 нас сейчас обслужила. А женщина продолжает убираться, как ни в чем не бывало. Туалета нету.
Но есть умывальник с воды. Для туалета нам сказали идти какое-то в другое здание. Так как женщина здесь убирается, она убирается каким-то, по-моему, каким-то порошком. Мы только одни во всем зале, поэтому весь зал, он сейчас так пропахан чем-то. Пахнет то ли стиральным порошком, то ли чем-то. Дети у нас не брезгливые, они говорят, да, нам пофиг, короче. Давайте будем кушать здесь. Вот в такой забегаловке все вместе нам обошлось где-то около $13. Получается, у всех этих ресторанчиков и всех магазинчиков туалетов нету. Вот я вижу впереди только платный туалет. Я так понимаю, общественный, единый для всего блока. Ну, это 100% он платный. Такие косички из дыньки, они стоят у нас по $1. Это у нас по 4, где-то по 4 выходят. Самые мелкие, вот такие бухарские. Есть вот такие покрупче. Такие сеты тоже вышли у нас по 40 тысяч. 40 тысяч сом, это где-то $4. Фисташки есть горные. Горные, они стоят, сколько были? По 190 тысяч. 190 тысяч. Это где-то 16 $16-17 за килограмм. А есть еще Это такие. иранская фисташка. Это привозные. А это что? Это Местная? местная, которая горный отбор. И мы взяли вот такой фундук. Фундук он у нас стоит 100 тысяч. 100 тысяч. Так, нам пришлось взять маленькую сумку, чтобы все поместилось. Сумка чисто для гостинцев получилась. Говори нам, что делать. Смотри в карме и улыбайся. Улыбаемся и машем. Так. Всем привет. Продолжаем наш тест-тур по корейским гостинцам. Мы доехали до Бухары. У нас осталось пару закусок, которые мы будем пробовать с нашими другими друзьями с Бухары. Здесь у нас Сергей. Hello! Здесь у нас Рустам. Всем привет.